Конец Кали-юги, начало перехода к Золотому веку. Бибхутев Мизра в течение десятка лет изучал древние цивилизации и тексты, путешествовал по древним местам. На основании исследований древних текстов разных культур он опубликовал книгу в 2023 году, которая называется «Сдвиг юги. Конец Кали-юги и грядущая планетарная трансформация». На нашем канале есть видео «Конец Кали-юги» 21 марта 2025 года. Вы можете посмотреть его по ссылке в описании. Мизра исследовал древние тексты разных культур – Древней Греции, Египта, Персии, ацтеков, хопи, древние индийские рукописи, пытаясь объединить утерянные знания для того, чтобы воссоздать универсальный цикл, единый для всего человечества. На основании исследований Мизра установил, что полный цикл юги составляет 25 800 лет, который состоит из нисходящего цикла продолжительностью 12 тысяч лет, Сатья-юга, Трета-юга, Двапара-юга и Кали-юга, и восходящего цикла продолжительностью тоже 12 тысяч лет, Кали-юга, Двапара-юга, Трета-юга, Сатья-юга. Далее Мизра выяснил, что в древних греческих текстах упоминались два переходных периода между нисходящим и восходящим циклами. Эти периоды назывались катаклизмос и экпайрезис. В период нисходящего цикла происходит снижение осознанности людей, что сопровождается деградацией ценностей, моральным упадком, войнами, разрушениями цивилизации. Это период господства сознания эго. В период снижения сознания души и усиления сознания эго происходила потеря знаний, памяти и деградация цивилизации. В период восходящего цикла происходила постепенная эволюция сознания, добродетелей и расцвет цивилизации. Периоду Золотого века или Сатья-юги соответствует высокое сознание души. Таким образом, мы вступили в переходный период после конца Кали-юги, последней юги нисходящего цикла, после чего начнется восхождение к Золотому веку. Переходный период. Именно в переходный период происходили глобальные климатические и геологические изменения, а также столкновения Земли с кометами и астероидами, что описано в разных древних текстах. В период катаклизмос происходило охлаждение климата, так называемая Великая зима и Великий потоп. Это согласуется с ледниковым периодом на Земле. Средняя температура составляла 15 градусов Цельсия, что сопровождалось вымиранием огромного количества флоры и фауны. В этот период происходит столкновение Земли с кометами, о чем мы будем говорить дальше. В переходный период экпайрезис происходило очищение Земли с помощью огня и пожаров. Именно этот переходный период наступил после конца Кали-юги, в котором мы сейчас находимся. Это ознаменовалось пожарами в разных точках мира. В январе 2025 года во время пожара в Лос-Анджелесе сгорело много домов, но остался совершенно нетронутым ашрам Йогананды, который остался в нетронутом виде среди разрушений. Многие рассматривают это как чудо, что в действительности является знаком божественных сил, что духовные ценности не подлежат разрушению и находятся под защитой. Сейчас возникают пожары в США, Японии, Турции и других местах. В этот период также происходят военные конфликты, разрушения от пожаров, от ракетных взрывов, что мы наблюдаем в данное время. В переходные периоды происходят разрушения и упадок древних цивилизаций. Истинная причина исчезновения древних цивилизаций, согласно древним источникам, заключается в следующем. Галактический центр. Галактический центр – это черная дыра в центре нашей галактики, или так называемый центральный двигатель галактики. Ученые считают, что галактики питаются энергией центральных черных дыр.
В буддизме этот галактический центр называется центральным солнцем или солнцем мудрости. Это центральное солнце было ярким в период Золотого века. Затем центральная черная дыра постепенно угасает и переходит в неактивное состояние, что и произошло во время Кали-юги. В последние годы этот центр начал опять активироваться. Галактический центр активируется в период восходящего цикла юги. Это, в свою очередь, сопровождается повышением сознания людей и расцветом цивилизаций. Таким образом, центральная черная дыра управляет этими процессами юги. Когда она находится в спокойном состоянии, наступает упадок и понижение осознанности людей. Во время его активации начинается восходящий цикл, что сопровождается повышением осознанности людей. В индуизме центром мира является Брахма, который управляет циклами юги и вокруг которого вращается наше Солнце. Таким образом, центральная черная дыра, Брахма, регулирует циклы юги и эволюцию нашего сознания. Как это происходит? Когда галактический центр активируется, это сопровождается повышением радиоактивной активности. Высокая радиация, в свою очередь, вызывает генетические мутации и изменения в структуре ДНК. Происходит активация так называемой junk ДНК, ненужной ДНК, которая составляет 98% нашей ДНК. Эти участки ДНК, которые, согласно ученым, не несут никакой информации. Как известно, в природе нет ничего лишнего, и было бы странным считать, что наша ДНК несет только 2% полезной информации. В период радиоактивной активности происходит активация и обновление информации в ДНК в результате генетических мутаций. Эти генетические мутации и вызывают процесс повышения осознанности людей, физические изменения тела и другие процессы, связанные с восхождением и эволюцией сознания человека. Исследования показывают, что периоды понижения сознания сопровождались уменьшением размеров тела и объема черепа, что соответствовало снижению интеллекта и осознанности людей. В периоды повышения сознания происходило увеличение объема черепа, что соответствовало повышению интеллекта, памяти, экстрасенсорным способностям, таким как интуиция, телепатия, ясновидение, яснознание и так далее. Период Сатья-юга или Золотого века связан с развитием высоких духовных ценностей, добродетели, правды, справедливости и гармонии, которым соответствует высокое сознание людей, сознание души. Именно в этот период Золотого века происходит расцвет цивилизации Атлантиды. Развитие сознания соответствовало физическое развитие и продолжительность жизни. Согласно исследованиям древних текстов и археологических артефактов, современные люди имеют объем черепа на 10-17% меньше, чем люди цивилизации Золотого века. Размер тела меньше на 10-15%. Продолжительность жизни значительно снизилась. Известно, что в Древнем Египте, цивилизации Бронзового века, египетские фараоны жили 100-110 лет. В начале Железного века, в котором мы живем, люди жили 50 лет. В настоящее время средняя продолжительность жизни человека немного увеличилась – 70-80 лет. Согласно древним индийским рукописям, продолжительность жизни в Золотом веке составляла 400 лет, в Серебряном веке – 300 лет, в Бронзовом веке – 200 лет и в Железном веке – 100 лет.
Технологии. Цивилизации древности с высоким уровнем сознания не нуждались в технологиях, созданных на основе машин, так как они могли выполнять все операции благодаря своим сверхспособностям и сверхъестественной силе в результате высокой эволюции сознания. Они могли делать сложные операции по трепанации, ампутации и так далее, которые были утеряны в процессе потери знаний и деградации цивилизации по нисходящему циклу. Такая цикличность развития человечества была создана высшим космическим сознанием для эволюции сознания человека. Конец Кали-юги манифестируется новыми энергиями для того, чтобы, пройдя через темный период разделения и поляризации между тьмой и светом, материальным и духовным, мы научились отпускать все негативное, что происходит с нами в период Кали-юги, для того, чтобы мы вспомнили, кто мы есть на самом деле, и начать эволюционировать. Исчезновение цивилизации. Цивилизация Атлантиды – это цивилизация Золотого века, Сатья-юги. Согласно древним источникам и сохранившимся знаниям, распад цивилизации Атлантиды приходится примерно на 9600 год до нашей эры. Это конец Золотого века, который связан с геоклиматическими изменениями, происходящими в переходный период катаклизмос, что сопровождается похолоданием климата и наступлением так называемого ледникового периода, который датируется на 9600 год до нашей эры, то есть конец Золотого века. Цивилизация Древнего Египта и шумерская цивилизация существовали в Бронзовом веке, Двапара-юга, 3000-3600 лет до нашей эры, которые также подверглись упадку в результате климатических, геологических и социальных проблем. Кометы. Каждые 2500-3000 лет Земля проходит через центр потока комет, которые бомбардируют нашу Землю. Согласно древнекитайским текстам, падение комет их описывали метафорически как драконы, змеи, пантеры, тигры, кони, сопровождались свержением тиранов и падением цивилизации. Следующий такой период наступит в 2032-2036 годах, когда Земля будет проходить через центр кометного потока. Прохождение Земли через кометный поток в наше время может вызвать технические проблемы, такие как разрушение системы сателлитов, социальные конфликты и климатические катастрофы. Согласно древним источникам, кометы рассматриваются как посланники космического разума. Это не просто спонтанное космическое явление, а процесс, управляемый более высоко развитыми существами высшего порядка, которые поддерживают переход землян на более высокий уровень сознания и помогают нам в процессе эволюции сознания на Земле. Конец Кали-юги – это время самого низкого уровня сознания человека, которое сопровождается хаосом, сознанием эго, насилием и военными конфликтами. Мировая система не может существовать, как раньше, и разрушается. Этот период сопровождается усилением солнечной активности и космической радиации. В 2024 году ученые зафиксировали резкую активацию центральной черной дыры, что сопровождается мощными вспышками света и радиации. Эти волны высокочастотной радиации способствуют активации и обновлению ДНК и перепрограммированию нашего мозга. Эта энергия высоких вибраций вызывает перекалибровку всей внутренней системы человека, активацию и повышение сознания. Это постепенный процесс.
Поэтому понимание этого очень важно, чтобы пройти этот период наиболее эффективно и безболезненно для себя. Это энергии века Водолея. Все больше людей становятся более осознанными, утрачивают эгоцентрическое мировоззрение и начинают переходить на коллективное сознание более высокого уровня, основанное на законе единства, гармонии и безусловной любви. В этот период высокой солнечной активности происходит очищение сознания от эго, негативных энергий прошлого и коллективной травмы. Эти энергии помогают нам перейти на новый уровень, очиститься и исцелиться, активировать сердечную чакру и трансформировать сознание эго в сознание души. Материальные ценности становятся менее значимыми в жизни людей. Все больше людей ищут смысл жизни, свою миссию, свое предназначение. Появляются новые ценности. Сколько вы можете дать другим? Вот что становится действительно ценным. Понимание, что материальный мир не является единственным проявлением Вселенной. Люди начинают пробуждаться и проявлять интерес к древним знаниям, которые скрывали и были доступны только избранным. Период с 2025 по 2040 годы – это критический период, в течение которого будут происходить трансформационные процессы. Это период, когда человечество стоит перед кармическим выбором, какой путь выберет наша цивилизация. Если мы не пойдем по пути духовной эволюции, то нас направят через катаклизмы, что может привести к разрушению нашей цивилизации. После Кали-юги мы начнем двигаться по восходящему циклу. Перед нами откроются ворота бронзовый век, Двапара-юга, для которого характерен рост осознанности людей, постепенный рост моральных ценностей и добродетелей. Мы пришли на Землю, чтобы создать рай на Земле. Этот рай не метафорический, а реальный существовал во время Золотого века, когда сознание людей эволюционировало в сознание души. Нас разделяют тысячи лет от Золотого века, но мы можем уже сейчас развить свое сознание, эволюционировав от сознания эго эпохи Кали-юги. Мы можем уже сейчас приблизиться к сознанию Золотого века, открыв свое сердце и наполнив его принятием и безусловной любовью, находясь в гармонии с собой и всем миром. Когда мы вспомним свою божественную природу и соединимся со своим духом, тогда мы создадим золотой век внутри себя. Процесс возвышения к золотому веку уже начался. Все зависит от нашего выбора.